В сегодняшней России слова «нет войне» — это, считай, прямая угроза свободе и благополучию. Однако антивоенные выступления не прекращаются до сих пор, хотя теперь носят точечный или даже партизанский характер. При этом огромная часть населения России будто застыла в попытке жить как прежде. Так, словно никакой войны и нет. Что же удерживает страну от массовых антивоенных протестов? Что должно измениться, чтобы на улицы вышли сотни тысяч россиян? И возможно ли такое вообще? Чтобы разобраться в этих сложных вопросах, обратимся к истории. Было такое антивоенное движение, которое тоже не пользовалось поддержкой населения в первые месяцы и даже годы войны, но в итоге приблизило мирное соглашение и изменило политику, общество и культуру целой страны. Вы точно слышали о нем. Это гражданское движение в Соединенных Штатах против войны во Вьетнаме. Да, перед тем, как начнем ролик, вы наверняка слышали, что меня вчера признали иностранным агентом. Рад оказаться в хорошей компании. Если хотите поддержать наш канал своим иностранным платежом, подпишитесь на пожертвование на Патреоне, или еще можно прислать криптовалюту. Многие еще вчера спрашивали, не опасно ли теперь жертвовать деньги или размещать у меня рекламу, ну или там состоять в чатах. Нет, не опасно. Отправка денег иностранному агенту не регулируется ничем, и прецедентов каких-либо проблем не было. Отчеты со списком жертвователей я подавать ни в какие российские органы не буду. Налоги я плачу с этого года не в России, так что российское государство не получит ни доли от вашего пожертвования, ни информации о нем. Вот так. Ну все, давайте начинать. Для начала давайте вспомним, что из себя вообще представляла война во Вьетнаме. Изложу коротко. У нас на канале есть большой ролик про причины и ход той войны, если не видели, посмотрите. Так вот, после обретения независимости от Франции в середине 20 века в странах Индокитая вспыхнули конфликты и гражданские войны. Война в Лаосе, война в Камбодже и Вьетнамская война. Вьетнам был разделен на две страны – Северный коммунистический и Южный Вьетнам. Его возглавлял сначала марионеточный император, а затем авторитарный президент – Ngo Diem. Его поддерживали Соединенные Штаты. В пику прозападному Зьему в Южном Вьетнаме появилось антиправительственное подполье. В 1960 году разрозненные подпольные организации объединились в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, или Вьетконг. Вьетконг поддерживали коммунисты Северного Вьетнама, а правительственным силам Южного Вьетнама помогали Соединенные Штаты. Не желая победы коммунистов, они стали наращивать количество своих военных советников и регулярных частей. Так продолжалось до 1964 года, когда с интервалом всего в несколько дней произошло два боестолкновения с участием американского эсминца и северо-вьетнамских торпедных катеров. После этого президент Соединенных Штатов Линдон Джонсон получил от Конгресса разрешение использовать войска в Юго-Восточной Азии. Итак, в 1965 году Америка начинает операцию «Раскаты грома», массовые бомбардировки силами авиации США, и официально Америка становится участником гражданской войны в Южном Вьетнаме. Это безумие продлится 8 лет, до 1973 года. Война во Вьетнаме будет сопровождаться страшными бомбовыми ударами с применением напалма и отравляющих веществ, гибелью сотен тысяч мирных жителей и огромными потерями среди личного состава армии США. Закончится американское участие в войне поражением Америки и выводом всех войск, в том числе из-за давления крупнейшего в истории антивоенного движения. Но в самом начале Вьетнамской войны, в 1964-1965 годах, совсем не очевидно, что массовые протесты заставят американское правительство изменить свою политику. На первый заметный митинг против наращивания сил во Вьетнаме придет всего 600 человек. Первый митинг после начала бомбардировок Вьетнама соберет немногим больше 2500 человек. Это гораздо скромнее, чем февральские антивоенные митинги в России, которые, заметим, сопровождались жестокими разгонами, избиениями и арестами. Ничего удивительного в таких малочисленных акциях нет. Они отражают настроение американского общества в первые месяцы войны. Через 5 месяцев после начала войны независимый опрос общественного мнения показывает, что только 24% американцев считают вторжение во Вьетнам ошибкой. И наоборот, целых 60% полагают, что утюжить Вьетнам бомбами правильно. При этом только 10%
хотят организовать антивоенную акцию или принять в ней участие. Почему так? Американское правительство смогло убедить в своей правоте большую часть общества. Дала плоды многолетняя антикоммунистическая пропаганда. Американцы по-настоящему боялись укрепления СССР и Китая на азиатском континенте. В СМИ активно обсуждалась теория домино. Согласно этой теории, если коммунисты победят во Вьетнаме, весь Индокитай перекрасится в красный, то есть станет коммунистическим. Спойлер, так оно в результате и получилось. Но хуже от этого стало только странам Юго-Восточной Азии. Еще один важный момент. Правительство США представляло вторжение во Вьетнам как краткосрочную операцию. Мол, превосходящие силы Америки быстренько избавятся от коммунистической угрозы и вернутся домой. В первые месяцы войны у большинства американцев не было причин в этом сомневаться. Сейчас прервемся на рекламу и продолжим. Я не раз рассказывал вам о важности психотерапии, особенно сейчас, в современных реалиях. Но часто бывает так, что человек решил пойти на психотерапию, а потом по разным причинам откладывает начало на многие недели и месяцы, и даже годы. И совместно с сервисом по подбору психологов Alter, с которыми мы уже делали отдельное видео, я расскажу, как эту прокрастинацию победить. Первая причина, по которой люди откладывают психотерапию, они не знают, что говорить на первой сессии. Здесь стоит понимать, что вы и не обязаны это знать. В Alter, прежде чем научный алгоритм подберет вам психолога, нужно будет заполнить анкету, с помощью которой сервис максимально точно проанализирует ваш запрос. А на первой сессии с психологом вы более четко определите свою проблему и начнете над ней работать. Вторая причина – мысль, что терапия вам не поможет. Обратитесь к опыту других людей, поговорите с друзьями, почитайте истории известных личностей, которые ходили к психологу. Также вы можете почитать отзывы на сайте Alter. Третья причина – хорошего психолога сложно найти. Эту проблему как раз и решает алгоритм сервиса. Он построен на научной методике и современных исследованиях в области психотерапии. В Alter работают более 900 профессиональных специалистов, которые прошли строгий отбор. Сервис заботится об их развитии, проводит обучающие семинары. У всех психологов есть высшее образование, часы личной терапии и супервизии. Четвертая причина – это дорого. И это не так. Стоимость сессии в Alter начинается от 1490 рублей. Еще вы сможете воспользоваться моим промокодом MCATS. И до конца июля вы получите целых 30% скидки на первую сессию. А начиная с 1 августа скидка снизится до прежних 20%. Отсканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Ситуация радикально меняется уже к концу первого года войны. Антивоенные акции становятся многотысячными. В 1966 году протесты выходят на общенациональный уровень, а затем и на мировой уровень. К ним присоединяются знаменитости. Например, легендарный боксер Мухаммед Али объявляет себя отказником и отказывается идти на войну. В 1966 году процент американцев, считавших войну ошибкой, возрастает с 24 до 41. Почему так изменились настроения в обществе? Первая причина. Стремительной специальной военной операции не получилось. Американцы рассчитывали, что многократное превосходство в авиации и артиллерии обеспечит быструю победу над Вьетконгом и полный разгром коммунистов. В реальности, несмотря на постоянные рапорты о тактических победах, эти успехи вообще никак не приближали цели операции. Цели были туманны, и не было ясно, как их достигать, потому что в Пентагоне их никто так и не сформулировал. Уже в ноябре 1965 года президент Джонсон увеличил количество военных во Вьетнаме втрое, до 400 тысяч человек. И это вторая причина. Этих солдат нужно было где-то взять. Правительство не объявляло мобилизацию, но призыв в армию шел регулярно, и после учебных лагерей новобранцы сразу отправлялись во Вьетнам. Призыв был всеобщим, но, как быстро выяснилось, неравным. Оказалось, что афроамериканцы гораздо чаще попадают на военную службу. Доля погибших во Вьетнаме афроамериканцев была 25%, вдвое выше, чем их доля в населении страны. И это вполне объяснимо. Призыв и раньше был массовым налогом на бедность. Те, кто не мог позволить себе колледж и университет, не получали отсрочку от армии. А значит, эти простые парни в основном и отправлялись во Вьетнам.
Место, которое в начале войны они и вообще средний американец и на карте-то не сразу бы нашли. Но при этом они имели реальный шанс, получив повестку, в этой далекой и непонятной стране погибнуть или лишиться, например, руки. Так и не поняв при этом, какую, собственно, задачу они там решали. Естественным образом, к антивоенным митингам присоединялись те, кому грозил призыв – студенты и представители национальных меньшинств. Они и так-то были настроены против правительства. Многие имели антиимпериалистические и антикапиталистические взгляды. Но теперь они получили дополнительную мотивацию к протесту. Есть и третья причина изменения общественных настроений. Эскалация войны – это всегда увеличение числа потерь. Накрытые звездно-полосатыми флагами гробы весьма эпично смотрятся в блокбастерах, но в реальности вызывают однозначную реакцию. Люди не хотят, чтобы умирали их родные, не хотят, чтобы умирали их знакомые, их сограждане. Опять же, в обществе сложилось устойчивое мнение, что большинство погибших во Вьетнаме срочники, хотя послевоенная статистика опровергала этот миф. Но почему так сложилось это мнение? А все потому, что гибель молодых людей, которые оказались на войне против своей воли, вызывала более острую реакцию и больше обсуждалась. Четвертая и очень важная причина – реальные фотографии и видео Вьетнамской войны в газетах и на телеэкранах. И была там не только бравая военная хроника, но и ужасные кадры жертв среди мирного населения. Можно долго рассказывать телезрителям, мол, все погибшие – это тайные агенты Вьетконга. Но фотографии деревни, уничтоженные вместе с жителями, вызывают ужас и сомнения, а точно ли наши солдаты сражаются за правое дело. В 1966 году прогремел скандал. 3 рядовых военной базы Форт Худ отказались воевать во Вьетнаме. Все они получили тюремные сроки, но после этого случая протесты и отказы среди военных участились. Статистика 1967 года. 56% американцев считают, что США проигрывают войну или находятся в тупике. Все те же 41%, что Америка допустила ошибку, отправив войска во Вьетнам. В апреле 1967 года в Нью-Йорке проходит 400-тысячный митинг. А в июле еще одна громкая антивоенная акция. В Лос-Анджелесе президент Джонсон должен выступать перед членами Демократической партии. Но его встречают 15 тысяч протестующих из прогрессивной лейбористской партии и организации «Студенты за демократическое общество». Полиция жестоко разгоняет собравшихся. 51 человек задержан, многие избиты. Это первый из череды массовых митингов, которые часто будут сопровождаться столкновениями с полицией. Как только митинги становятся заметными, американская власть реагирует очень для нас знакомо. Разогнать, избить, задержать. Протестующих объявляют иностранными агентами, внутренними врагами, то есть клеймят предателями и пособниками коммунистов. Страшное ругательство, кстати, это вот пособники коммунистов в 60-х. Президент Америки считает, что опирается на большинство, и что горстка грязных хиппи его политику менять не должна. А несогласных проще объявить леворадикалами, например. Заявить, что идет война, что во время войны надо поддерживать наших воюющих ребят, а не критиковать. А те 40% граждан, которые уже считают войну ошибкой, просто проигнорировать. Прям родная для нас логика в далекой Америке. Это, кстати, не какой-то личный грех президента Джонсона. Никсон потом тоже будет думать, что молчаливое большинство, это такой аналог глубинного народа, за него. Время покажет, что они ошибались. В октябре 1967-го проходит марш на Пентагон, одна из самых известных антивоенных акций в мировой истории, хотя далеко не самая многочисленная. Именно на этом митинге в фильме Земекиса спонтанно выступает Форест Гамп. Как это было? 100 тысяч человек прошли маршем от центра Вашингтона к Пентагону с требованием вывести войска из Вьетнама и остановить призыв. У Пентагона активистов встретила полиция. Более 600 человек были задержаны. Мир облетели фотографии, где протестующие вставляют цветы в стволы винтовок, стоящих в оцеплении солдат. Изначально этими цветами хотели забросать Пентагон, но военная полиция не позволила. Протесты в конце 60-х, конечно же, ассоциируются с хиппи, летом любви и лозунгом «Make love, not war».
Пацифистские и антивоенные лозунги вообще были одной из основ всей контркультуры 60-х. Хиппи и йиппи сыграли в протестах огромную роль. Они были движущей силой и организаторами некоторых знаковых митингов. Надо сказать при этом, что внешний вид и образ жизни хиппи отпугивали от протестов более респектабельную публику. В целом, несмотря на массовые акции, в 1967 году еще ничто не указывало на скорую победу антивоенного движения. Общество было разделено на две почти равных части – сторонников и противников войны. Но обстановка уже была накалена до предела, и доверие к власти упало до крайне низкого уровня. Перелом наступил в начале 1968 года. Коммунисты во Вьетнаме провели полномасштабное наступление по всей территории страны и были разбиты. Тактически коммунисты вроде бы проиграли, но сам факт атаки и большие потери среди американских солдат потрясли общество. Как же так? Президент и командующий войсками уже столько времени твердят, что победа близка, вот-вот, что противник на грани истощения. А в итоге этот еле живой противник проводит наступление по всем фронтам еще. И разведка это все еще и проспала. Американцев уже не волновало, что их войска подавили коммунистов своей огневой мощью. Их интересовало другое. Что вообще Америка забыла во Вьетнаме? И чем занимались там они 3 с лишним года? Это было начало конца войны. Участие в протестах перестало быть уделом шумного меньшинства. 1 миллион студентов по всей Америке объявили забастовку в знак протеста. В марте 1968 года войну называют ошибкой 49% опрошенных. В августе уже 53%. На антивоенный митинг в Чикаго приходит 10 тысяч человек. Их встречает 23 тысячи полицейских. В итоге множество людей избиты и покалечены. Но под суд попадают именно организаторы протеста. И они известны как Чикагская семерка. Это вопиющий произвол властей. Сначала разогнали мирный митинг целой армии полицейских, а потом устроили показательное политическое судилище над организаторами. Из нашего искаженного путинского мира такое кажется привычным. Но американцы просто тогда не могли понять, что это вообще сейчас было-то такое. Про знаковый процесс над Чикагской семеркой есть, кстати, отличный фильм Аарона Соркина. Посмотрите, если не видели, фильм правда очень хороший. В 1969 году в забастовках и других акциях так называемого моратория за прекращение войны во Вьетнаме участвуют до 15 миллионов человек. Маршем по Вашингтону проходит уже 500 000. Тем временем в армии ситуация ужасная. Американский военный контингент во Вьетнаме достигает 540 тысяч человек, но моральный дух и дисциплина практически на нуле. Солдаты пьянствуют, употребляют наркотики и массово отказываются выполнять приказы. Неудивительно. Ты не по своей воле попал фиг знает куда, в чужую враждебную страну, оттуда ежедневно на родину едут гробы, точных целей и сроков войны ты не понимаешь, а если повезет остаться в живых и вернуться домой, тебя встретят не как героя, а как убийцу. С такими вводными не до выполнения приказов, особенно если они опасны для жизни. Дома ветеранам Вьетнамской войны лучше, мягко говоря, не становится. Догоняет посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, а также проблемы с зависимостями, огромные сложности с ресоциализацией. Кто-то старается прийти в себя и даже присоединиться к протесту. Но еще больше экс-военных так никогда и не наладит свою жизнь. Многие пополнят ряды преступников. Так бывает всегда, особенно после неправедной войны. Бывшие солдаты возвращаются из мира приказов, убийств и бессмысленных смертей и часто не в силах заново научиться жить. Мы рассказывали про эту проблему послевоенного общества уже не раз. К началу 70-х уже примерно 70% американцев считают войну ошибкой. Отторжение вызывают большие потери американских военных, насилие и жертвы среди мирного населения Вьетнама и вызванная войной инфляция. Президент Никсон выиграл выборы на обещаниях закончить войну достойно для Америки. Но антивоенные настроения никуда не делись. Можно было апеллировать к молчаливому большинству, искать предателей, коммунистов и прочих радикалов. Можно было обвинять СМИ в манипулировании общественным мнением. Видите ли, они показывали слишком много кадров с жертвами, то есть правдивую картинку. Как посмели? Появилась даже теория удара в спину. Дескать, это СМИ и левые виноваты в неудачах на фронте. Но правда была в другом.
Все, чего хотело большинство американцев, чтобы война прекратилась и солдаты вернулись домой. Протесты не стихали до вывода войск из Вьетнама в 1973 году. После вывода американских войск Вьетнам объединился под властью коммунистов. Но к победе Восточного блока в холодной войне это не привело. В Америке был навсегда отменен обязательный призыв в армию. Контркультура, двигавшая протест, стала частью мейнстрима. Были сняты сотни фильмов и написаны сотни книг в попытках осмыслить происходившее в стране в те годы. Эти попытки продолжаются до сих пор, настолько сильна американская национальная травма. Антивоенное движение, конечно, не единственная причина сворачивания войны во Вьетнаме. Правительство США обязательно довело бы дело до победы, если бы могло. Но за 8 лет прямого военного вмешательства стало ясно. Единственный результат Вьетнамской войны – это новые трупы американских солдат и новые недовольные на улицах. Да, американские войска практически полностью истребили южно-вьетнамское партизанское движение. Но место Вьетконга заняли регулярные части армии Северного Вьетнама, получившие поддержку СССР и Китая. И все же не надо недооценивать роль антивоенного движения. Ведь если 70% избирателей считают, что война – это ошибка, любой политик пообещает сделать что угодно для ее скорейшего завершения. Идти против большинства значит ставить крест на большой политической карьере. Если прокидывать мостик к тому, что происходит у нас и происходит сейчас, то надо сказать о той стороне общественного мнения, которая выступает и темной, и светлой, в зависимости от обстоятельств силой. Довольно несложно возбудить общественное мнение войной. Война – понятный побудительный мотив. Это понятное действие во имя некоторой цели. Например, во имя построения империи, которая идет через захват территории. Триумф через силу, проще говоря. Беда заключается в том, что если ты заразил общество войной, если ты смог эту идею продать, то пути назад для тебя нет. Для тебя остается путь только эскалации. Нельзя пообещать Киев, а вернуться с Мариуполем. Именно в этом издержка политики. Можно запустить разрушительный процесс, но беда в том, что запустив его, ты сразу же перестаешь быть его хозяином. Он идет своей логикой и влечет тебя за собой. Так когда же масштабное антивоенное движение появится в России? Понятно, что никто не назовет точных сроков. Сравнивая войну во Вьетнаме с войной в Украине, можно найти в них много похожего. Но гораздо больше будет отличий. И есть такие отличия, которые работают в плюс будущему российскому антивоенному движению, а есть те, которые явно сделают его судьбу сложнее. Начнем с очевидных преимуществ Америки 60-х годов. В США и близко не было таких репрессий, которые развернуты сейчас в России. Да, была антикоммунистическая истерия. Аресты, уголовные дела и полицейское насилие. Но все же организовать митинг и вывести на него людей было возможно. Не были задавлены низовые политические организации, которых в США появилось бесчисленное множество, и именно они занимались организацией протестов. Да, власти США оказывали давление на СМИ, но первая поправка к Конституции про свободу слова, прессы и собраний в целом выполнялась. И именно пресса стала источником правдивой информации о войне, тем, чем сейчас являются для нас каналы в Ютубе. А теперь факторы, из-за которых в России изменение общественного мнения случится гораздо быстрее и резче. В первую очередь фактор соседства. Вьетнам для американцев – это неизвестная страна в другом полушарии. Про нее американец знает только то, что сказали по телевизору. Для россиянина же Украина близка и географически, и культурно, и исторически. Легко верить властям, которые рассказывают о борьбе со злом где-то очень далеко, в сказочных джунглях. И гораздо сложнее отрицать реальность, когда тебе кричит про нее по телефону твоя тетя из Днепропетровской области. А такая тетя или подруга есть у каждого третьего жителя России. Сейчас есть много историй, что россияне не слушают своих украинских друзей или родственников. Но намного больше историй, когда слушают. Просто вы о них не знаете, потому что о них не рассказывают. Это не вызывает такого возмущения. Очень многие россияне послушали рассказы о войне своих украинских знакомых и родственников и изменили свое мнение. Поэтому очень важно то, что украинцы говорят и пишут россиянам. Второй фактор – экономический. Америка времен Вьетнамской войны – первая экономика мира, у которой к тому же есть поддержка других богатейших стран.
У нее достаточно ресурсов, чтобы производить оружие, снабжать армию и годами содержать полумиллионный контингент на другой стороне планеты. А сегодняшняя Россия стоит на пороге массовой нищеты. Война и санкции гарантированно сделают беднее каждого россиянина. И очень большой вопрос, как тогда будет продаваться в России идея русского мира и русского оружия, которое зачем-то наступает в Украине? Возможно, это вообще единственное, что скоро останется в продаже. Русский мир, вот это русское оружие. Третий фактор – потери. Америка за 8 лет войны во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек. Это около 600 человек в месяц. И это главная причина, почему американцы перестали поддерживать войну. А теперь смотрим на то, сколько теряет Россия в месяц. Больше. Заметно больше. Даже по подтвержденным данным, а сколько на самом деле мы не знаем, Россия теряет намного больше, чем 600 человек в месяц. Скорее всего, потери больше в разы. Невозможно будет утаить такие цифры. И не перекрыть их в общественном сознании никакими гробовыми деньгами, на которых можно купить ладу. А ведь в Украине еще не было своего масштабного контрнаступления, вроде того, которое перевернуло мнение американцев о войне. Пока Путин может показывать по телевизору хоть какие-то победы, и картинка держится. Но, как и во время Вьетнамской войны, стоит противнику один раз показать себя, и общество поймет. Все эти мелкие тактические победы – лишь ширма. А за ней все то же – бесцельное, позорное насилие на чужой земле. История антивоенного движения в США, кроме прочего, показывает стойкость демократической модели. Крупнейшие в истории протесты не сломали политический режим. Они только сделали его и общество в целом сильнее. Сменилась политика, сменились президенты и администрации, война была закончена, и Америка перешла к ее осмыслению. Противники войны победили не в тот момент, когда на американские улицы вышло больше всего людей. Они победили тогда, когда абсолютное большинство американцев сказали, эта война была ошибкой. Мы хотим, чтобы она закончилась. Очевидно, что в России, в отличие от США, никакой демократии нет. Но цель антивоенного движения от этого не меняется. Продолжать говорить правду о войне в Украине, чтобы как можно больше людей поняли, им эта война не нужна. Это страшная ошибка, которую необходимо исправить. Путин и сам одной рукой крутит шарманку пропаганды, а второй рукой толкает армию к поражению и экономику к краху. Как будто специально, для того, чтобы российское общество поскорее осознало, что из себя представляет война в Украине. Самая большая разница между современной Россией и Америкой 60-х в том, что путинский режим уже не переживет ни смены политики, ни конца войны. Тогда черед настанет тех, кто был против войны с первого ее дня. Придется осмыслить произошедшее, покаяться перед Украиной и начать строительство новой России, в которой война никогда не сможет повториться. И в отличие от Америки, у нас с вами будет шанс заняться этим гораздо раньше, чем через 8 лет. До завтра.